Друзья, привет! Сегодня я в Лос-Анджелесе. Слышите, как шумно? И у меня получилось заскочить в Нью-Йоркскую академию киноискусств. Значит, смотрите, я уже был в Нью-Йоркской академии в Нью-Йорке. Да, и вот сегодня в Лос-Анджелесе. Чем они отличаются? Ну, во-первых, в Лос-Анджелесе она значительно больше, чем нью-йоркская. Про нью-йоркскую вы можете посмотреть на канале SMAPS Education. Также видео уже есть опубликовано. И я ссылочку поставлю в описании к данному видео. Зачем основное отличие? Во-первых, вы видите вот это здание, да, стеклянное, красивое. Это не только одно здание академии, всего их 4. Здесь одно здание, где происходят у вас классы, где, значит, вы можете арендовать оборудование, но точно так же здесь есть еще 3 у них здания других. И Нью-Йоркская академия, да, находится прям, ну, можно считать, в сердце Голливуда и кинопроизводства. То есть здесь вот прям буквально в шаговой доступности Warner Brothers, студии Warner Brothers. Warner Brothers Records. В Нью-Йоркской академии есть свои здания на территории еще одной компании, которая также, да, предоставляет студии. Вот что такое студии? Студии, значит, вы туда заезжаете, ну это представьте, что здоровенные ангары, да, но и внутри ангаров там куча помещений, которые стилизуются под все что угодно, начиная от шоу, заканчивая всякими там съемками кино. И снимать, значит, в этих студиях запрещено, потому что там именно, ну, проходит подготовка к каким-то шоу, там могут быть актеры, и реально увидеть можно кого угодно. У нас было достаточно быстро, никого там, Брэд Питтов, Квентина Тарантино я не видел, да, но были подготовки к каким-то там шоу, которые ежедневно проходят здесь, в Америке. Это все здесь происходит, это все здесь на месте. Также, что нужно знать обязательно, что учебное заведение, оно максимально практикоориентировано. То есть здесь у вас получается вот прям в шаговой доступности студии Warner Brothers, здесь Universal Studios, здесь всякие там Records, Capitol Records и так далее, и так далее. То есть здесь самое сердце, здесь куча преподавателей, которые постоянно работают в индустрии. Здесь вот один из преподавателей по съемкам, они там на Фиджи снимали «Выживший» сериал, Survival, который... Ну, здесь куча, вообще, то есть здесь 3000 студентов, да, здесь куча преподавателей, которые работают в сфере, в индустрии. Везде внутри висят плакаты, студенты, где над какими фильмами работали. И еще как бы прикол в том, что здесь, если вы учитесь на бакалавриате, то вы можете себя попробовать и в роли там сценариста, и в роли режиссера, и в роли кинооператора, да, и актерское мастерство можете попробовать. Здесь проходит куча всяких различных летних лагерей для детей. Вы можете попробовать все, что угодно, да, там от анимации до написания сценария. То есть все очень классно, круто, и всю эту информацию я ставлю ниже в описании к видео. То есть если вы хотите приехать, если вы хотите попробовать, если вам нужна какая-то информация, то обязательно пишите нам, обращайтесь. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, где я веду блог о зарубежном обучении, о путешествиях, делаю много таких информационных лайв-постов, вот что происходит в жизни нас и компании. Здесь, в Нью-Йоркской академии киноискусств, также учились многие русские звезды. Да, ребята, и связи. То есть очень важно то, что Нью-Йоркская академия, здесь вот все говорят поголовно о связях. Потому что
вот вы учитесь здесь, да, имейте в виду, что здесь, да, вот весь персонал, все преподаватели, они в этой сфере, в этой индустрии. Начинается какой-то фильм, у них есть такие контакты. Вот здесь только что у меня была небольшая лекция, один из тоже лекторов мне рассказывал. Он говорит, я сейчас заканчиваю и уезжаю на обсуждение нового проекта по съемкам с Хелли Берри. Вот, и то есть постоянно происходит крупное производство какие-то или шоу, куда требуются там актеры, сценаристы, там так далее. Вот, конечно, имея такие контакты, зная всех этих людей, у вас гораздо больше возможностей. Ну и, конечно же, работа с оборудованием. В Нью-Йоркской академии самый большой арсенал всякого вот кинооборудования во всей Америке. В студиях у них, да, есть и оборудование по звукозаписи, это просто космическая куча всякой техники на шлифовку звука, там, так далее. То есть очень много всего. И студенты могут попробовать себя в работе с простым оборудованием, самым элементарным. Ну и то, как бы, под начинающими камерами они имеют в виду, все равно для нас они как бы полупрофессиональны, и также они могут учиться работать с суперпрофессиональными, супердорогими камерами, оборудованиями, которые нам, простым людям, недоступны, потому что они стоят как дом. А я сейчас отправляюсь на Universal Studio. Вот. Если вам интересно знать про сам Лос-Анджелес, то я буду делать выпуск на канале Егор Еремеев, поэтому подписывайтесь. Линк на канал ставлю в описании к видео. Вот, и смотрите. Так уж сложилось, что если мы говорим о каком-нибудь крутом и качественном кино, то всегда мы подразумеваем под этим Голливуд. Universal Studios – одна из компаний, которая находится в Голливуде. Здесь же неподалеку находится Warner Brothers и многие другие крупные известные нам компании. Если говорить о Universal Studios и вот этом месте конкретно, то я хочу, чтобы вы представили себе большой шоппинг-молл. Магазины, да, вот это все эти дела. Тут немножко как бы все это стилизовано под киношную такую атмосферу. Где-то там лазит Кинг-Конг, где-то в здание врезался самолет. Все это так красиво, прикольно и, ну, немножечко по-детски, да. Что представляет собой студии? Это просто студия. Вот представьте фотостудию, да, и в фотостудии вы декорируете все это дело для того, чтобы сделать фото, да. Здесь же это все гораздо в более крупном масштабе. Здесь в студиях происходят очень крупные декорации, все что угодно, от там Дикого Запада до каких-то галактик и космических кораблей, где снимают потом всякие действия. Также в студиях что у нас еще происходит? Вот, к примеру, Warner Brothers, там снимается шоу, да, ну возьмите наши даже передачи российские, да, вам известные, многие из них снимаются на студиях, в студиях стоят там столы, кинокамеры, представили? Ну вот. Здесь вот как раз есть красная дорожка. Много фотографий делается здесь на красной дорожке. Актеры, актрисы, режиссеры со своими белозубыми улыбками приходят сюда, улыбаются нам. Все это происходит здесь. Ребята, вы меня спросите, сколько стоит попасть на Universal Studios вот сюда? Ну, это не дешевое удовольствие. Начну с того, что только парковка выйдет вам в $30. Билеты начинаются здесь от $130. Поэтому готовьте денежки, когда приедете сюда.